Привет всем! Вы на канале Ирен Адлер. Сегодня я решила немножко логически продолжить свое предыдущее видео. Там я рассказывала о некоторых модных показах со смыслом, что было важно в том видео. И идея посвятить новый ролик примерки бус была, наверное, очевидна. Я в том видео обращала ваше внимание на бусы, которые показывались в некоторых модных домах. Мне кажется, что эпоха бус немножко вернулась, возможно, в новом прочтении, как всегда, потому как мода точь-в-точь она не повторяется, а что-то видоизменяется. Я хотела бы вас поблагодарить за те комментарии, которые вы писали под прошлым видео. Я поняла, что делала я его не зря. А сегодня я просто хочу вам показать, какие бусы есть у меня в коллекции, кое-что есть в магазине и как я сама ношу бусы. И идея того, как носить бусы сегодня, состоит главное в том, что носить их нужно легко и непринужденно. Старайтесь выбирать модные актуальные силуэты и не придавать бусам такого вот величественного, нарядного значения. Ну и начну с объяснения вот этих вот бус. Это одни из моих любимых, и ношу я их именно вот в таком вот длинном варианте, потому как если их надеть два оборота, они приобретают среднюю длину, которую я очень не люблю. И такая средняя длина, она не подходит для тех, у кого большой бюст. Чаще всего эти бусы я дополняю цепочкой с вот таким вот медальоном со знаком зодиака. Он двухсторонний. Выглядит это вот так. Ну и, как я сказала, выбирайте какие-то актуальные силуэты. В данном случае у меня здесь очень широкие джинсы. И самое главное в этом образе еще, кроме бус, это обувь. Надевая интересную акцентную обувь, вы сразу повышаете вот этот свой градус стиля, потому как на вас простая одежда, что здесь джинсы и рубашка, и вот таких вот два акцента – это бусы и обувь. Сразу же вместе с этой рубашкой показываю вам второй вариант бус. Как раз они тоже вот такой вот средней длины, которую я не люблю. Вот так вот бы они выглядели. Но я их ношу либо в два оборота, тогда они выглядят как чокер. Либо есть еще второй, более интересный вариант. У этих бус вот такой вот обычный замочек-карабин, простой. А на втором конце колечко, куда она застегивается. На это колечко я привесила вот такой маленький кулончик в виде шарика. Его можно в любой момент отцеплять, прицеплять. И я сейчас покажу, почему я его прицепляю. Такой лайфхак я делаю на многих бусах. Потом я его еще буду вам показывать. Эти бусы вы можете застегнуть в любом месте. Не обязательно на колечко, которое находится на конце, а просто зацепив в карабинчик промежуток между бусинами. Тогда у вас получится вот такой короткий вариант, и здесь будет висеть хвостик с кулончиком. Естественно, в нижней части могут быть не только эти джинсы, но и летние шорты, юбки. Даже зимой это можно использовать. Просто надеваете водолазку и крепите поверх нее под воротником гольфом. Будут у вас точно такие же бусы и в зимнем образе. Ну и не снимая этих бус, я сняла просто вот этот вот шарик, кулончик. Он у меня снимается здесь в данном случае очень легко, потому как колечко вот такое двойное, видите, как на ключах. Вы просто в любой момент этот кулон можете снять. Ну и когда кулон снимается,
Берете вот так брошь, любую. Ну, естественно, я взяла подходящую мне под эти бусы. Просто надеваете это колечко на иголку и крепите любимую брошь на одежду. Вот так. Чтобы снять следующие бусы, я прикрепила сюда микрофон. Естественно, он здесь вообще не к месту, но у меня нету другого варианта. Сегодня я буду показывать в основном винтажные бусы, и они очень часто бывают средней длины, как я и сказала. Такую длину я не ношу, и предлагаю вам воспользоваться лайфхаком с платком. Просто застегиваете бусы и продеваете в него сложенный платок. И тогда ваше украшение может выглядеть вот так. Я надеюсь, звук запишется нормально, потому как я тут совершаю манипуляции вокруг микрофона. Конечно же, к этому образу можно надеть и пальто на теплую весну, и жакет, может быть, кардиган. В общем, это уже все на ваш выбор. Но бусы бывают не только в один ряд, но и в несколько рядов. Вот у меня совсем недавно появились в коллекции вот такие вот прекрасные сатиновые бусы чешские, трехрядные. У них уже замок вот такой вот сложный, поэтому ничего особо на него не повесишь. Но носить я их буду исключительно как чокер, потому как снова, как вы видите, средняя длина. Чтобы их хорошо надеть, нужно, чтобы они не были перекрученными, ровно сложить. И надеваю я их, начиная сзади, потому как хочу, чтобы замок тоже был сзади. Ровненько их расправляю. И благодаря как раз тому, что нити, все 3 нити разной длины, они образуют вот такой вот каскад, то и в виде чокера они ложатся тоже красиво. Ну и, конечно же, снова к этому образу я могу добавить цепочку. Это освежает образ, потому как винтаж с современными украшениями смотрится лучше всего. Вот так. Бывают бусы, которые не обернутся вокруг шеи 2 раза, а вам очень бы хотелось. Ну или, например, как вот такие вот у меня тоже старинные бусы. Они застегиваются действительно, ну, очень впритык. То есть явно здесь не хватает, мне кажется, этих шариков стеклянных. Поэтому я просто прикрепила цепочку. Наверняка вы знаете этот лайфхак, это проще простого. Эта цепочка позволит вам быть более гибкими в длине украшений. Ну и не забывайте про крупные цепи, которые сейчас очень актуальны. Никуда мода на них не исчезла. Их тоже можно украсить вот такими короткими бусами. Крупная цепь, скорее всего, будет акцентом. Ну, как у меня здесь еще и кулоны, вот такой большой карабин. Естественно, бусы играют роль второго плана. Поэтому я сюда надела вот такие хрустальные прозрачные шарики. Еще один вариант, как можно использовать винтажные бусы, если на них простая застежка, карабинчик, это подвешивать абсолютно любые кулоны на них. Мне кажется, что я уже делала это видео на своем канале. Вот берете карабинчик, надеваете на него кулон. Эти бусы я обворачиваю 2 раза и в этот же карабинчик их застегиваю. Как вы видите, получается очень красиво, особенно если бусы подобраны как бы в пару к кулону. Вот здесь вот у меня в кулоне между стеклышками такая вот засушенная бабочка, мотылек. И сразу же эти, казалось бы, простые бусы заиграли уже совсем по-другому.
Ну, а если бусы и кулон более торжественные, то я, наоборот, надеваю из одежды что-то неформальное, чтобы вот эту торжественность приглушить, сбить этот градус нарядности. И, например, это можно сделать простой джинсовкой. Еще один вариант бус, которые у меня всегда используются постоянно, это простой вариант из разноцветных шариков. Как, например, вот такие бусы, которые я собрала сама. Это разные просто натуральные камешки в виде шариков, все кругленькой формы. Тут есть какая-то вот жемчужина, в которую я вклеила другую жемчужину. Ну, то есть вы видите, что это абсолютно такое вот тути-фрути, да, все, что было, все смешала, просто нанизала на ниточку, и вот у меня бусы. И такие бусы подходят под яркие какие-то образы, например, либо принт, как вот у меня здесь, на такой вот забавной пайте с диснеевским мультфильмом, либо эти бусы легко использовать, если вы делаете однотонный какой-то светлый верх и яркий низ. То есть они будут уравновешивать вот эту цветную нижнюю часть, там юбка или брюки у вас цветные, и, например, белую футболку. Привносить такую вот яркость в верхнюю часть образа. Ну и последнее, как можно освежить уже поднадоевшую, мне кажется, даже иногда скучную нитку жемчуга. Это просто добавить какой-нибудь легкий шарфик, например, вот такой вот шелковый. И весенний образ сразу станет веселей. Просто не забывайте, что любые бусы, даже самые скучные, можно разбавить веселым цветным платком. Не бойтесь, что бусы выйдут на второй план. У них именно такая здесь роль. Если бы их здесь не было, а их вполне могло бы здесь и не быть, то образ был бы скучный, а так он притягивает взгляды. Ну, пожалуй, на сегодня это все идеи, которые я хотела вам показать. Впереди еще теплая весна, лето. В общем, у вас много времени, чтобы придумать какие-то свои способы, взять и использовать мои. В общем, время у вас есть. Носите бусы с удовольствием, креативно, стильно. Всего вам доброго. До встречи в следующем видео.